Так, еще раз добрый день. Значит, сегодня мы продолжаем наше взаимодействие со структурой потенциала любви в новом усиленном варианте. В чем усиление этих структур произошло по сравнению с теми, которые у нас были в виде карточек? Тем, что мы добавили мерности. Да, то есть вот как бы раз по поводу мерности мы попробуем сегодня разобраться, что имеется в виду, какие вопросы при этом возникают и почему нам это важно для того, чтобы пользоваться потенциалом любви. Ну, казалось бы, ну, пользуйся и пользуйся. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Вот. А что там нам об этом сильно задумываться? Но дело в том, что мы живем в таком интересном, в такое интересное время, когда разворачиваются как бы такие глобальные события, достаточно быстро начинают меняться. И вопрос, как бы вот к какому будущему мы придем, он сильно зависит от того, какое направление вот начнет развиваться более эффективно в том виде, что сейчас. Что имеем в виду? Ну, мы говорим о науке, которая уже развивается там где-то лет 300, и в конечном итоге она нам дала возможность много чего получить в виде каких-то вот таких приятных плюшек по улучшению качества жизни, различных изобретений, различных изменений, которые мы наблюдаем. Вот. Но сейчас мы видим какое-то вот такое как бы неустойчивость определенную в этом развитии, и непонятно, к чему мы можем прийти. Ну, вот такой польский писатель Станислав Лем, он в свое время об этом говорил, еще в 60-е годы, что наука неизбежно нас заведет в тупик в силу того, что она ну, не позволяет нам развиваться устойчиво и равномерно во все стороны. И в результате этого научный метод имеет определенные ограничения. Поэтому нам сегодня надо будет вот как раз заняться научным методом, но в любви. Что имеется в виду? Что когда мы говорим о неких изменениях, то подразумевается, что эти изменения для нас не всегда могут быть положительны в том плане, что ну, куда мы идем. Да? То есть как бы из-за того, что мы не знаем, куда мы идем, мы можем куда-то зайти не туда. Поэтому нам возникает вопрос, куда развиваться. Поэтому, ну вот сейчас говорят, да, действительно сложная система, человечество как бы организовалось, то есть множество всяких процессов экономических, производственных и так далее, и их невозможно учесть человеку, и поэтому надо развивать искусственный интеллект, и он нас вроде бы как выведет туда, куда нам надо. Но тут возникает одна проблема, потому что искусственный интеллект, он строит свои прогнозы на основе прошлого. То есть, что имеется в виду? Да? То есть, обрабатываются какие-то громадные массивы информации, и на основе этого экстраполируется и делается, раз было вот так, значит, теперь будет вот так. Да? То есть, но кроме этого еще должны быть критерии оценки. То есть, а куда нам развиваться? Да? То есть, мы говорим, надо оптимально развиваться. Что значит оптимально? По какому параметру оптимизация будет вестись? Да? То есть, что благосостояние человечества надо развивать или еще что-то, то есть, или экологию надо развивать. То есть получается масса всяких факторов, которые невозможно, ну, как бы из которых выбрать приоритетное. Да, то есть, ну, говорят, давайте мы сложную функцию такую сделаем. Мы как бы множество возьмем критериев, дадим им определенные весовые соотношения и вот получим такую вот интегральную какую-то оценку, и по ней будем выводить человечество вот на некие параметры. И здесь опять же возникает парадокс. Мы как бы стремимся к какому-то будущему, но считаем, что оно вытекает из прошлого. Но это вот как раз, к сожалению, не так. Почему? Ну, потому что будущее, оно чем будет отличаться? Ну, чем-то новым. То, чего не было раньше никогда. Да, то есть, как бы это новое, как оно возьмется? Оно в прошлом его нет. Да, значит, оно должно возникнуть непонятно откуда. Из ничего, можно сказать. А если оно не возникло, то о каком мы новом будущем можем говорить? Если, значит, мы живем как бы также в этом прошлом, мы какие-то циклы повторяем, то есть мы как бы все время будем моделировать повторение одного и того же, и никак это не будет нам двигать нас вперед. Да, поэтому мы
предполагаем, что будущее – это все-таки что-то новое из того, как бы некого багажа, который никак у нас раньше не предполагалось, что он может быть. Да, то есть это как чудо. Вот его не было, потом оно появилось. И ранее никак не было признаков, что оно будет. Но раз мы говорим о новом, значит, это новое надо создавать. Значит, нужны принципы, которые бы позволили это новое создавать. Ну вот мы говорим о светличных структурах, как о некой возможности активировать вот эту вот нашу деятельность в сторону создания условий, в которых вот это новое начнет проявляться более полно. То есть у каждого человека есть возможность быть творцом. Ну, как бы это заложено, говорят, по образу и подобию создан. Но раз по образу и подобию создан, то значит, можно об этом как-то договариваться. Как договариваться по поводу сложного, нового, того, чего еще никогда не было? Ну вот здесь как раз мы говорим о любви, которая нам помогает соединять чего-то с чем-то, то, чего никогда раньше не соединялось вот в таких вот соотношениях. И поэтому мы будем сегодня пробовать разные варианты вот этого вот проявления вот этой любви у нас. У нас есть структура потенциала любви. Ну, многие им удалось присоединиться из присутствующих к этой структуре, но, к сожалению, не всем. Но кто-то не успел это вовремя сделать, кто-то сказал, что он чуть попозже, что-то не получилось, там не зашли вовремя в аккаунт там, и так далее. Вот. Но в силу того, что она когда-то присоединится, эта структура, будем считать, что все люди присоединены, но, может быть, не в настоящем, а в будущем. И у нас еще здесь еще также есть структура Бионет. Бионет – это та структура, которая нам позволяет усиливать вот эти наши вертикальные связи с нами самими, да, то есть с нашим высшим «я», которое у нас присутствует в нас. То есть эта структура, во-первых, присутствует у нас здесь же на вебинаре, потому что она присоединена к этому каналу Zoom. И кроме этого, я так думаю, что все присутствующие к ней присоединены, потому что они присоединились через вот эту систему Бионет, которая на сайте Инфоинститут у нас реализована. Ну, теперь давайте попробуем поговорить о чем? О моделировании, потому что мы говорим о моделях как возможности здесь отобразить какие-то структуры, которые почему-то у нас до этого не были проявлены. То есть, что мы говорим о будущем? Да? То есть, как бы, опять же, возвращаемся к идее мира структур, которую высказал Кулаков, а еще раньше до этого об этом говорил Платон. Что есть некий мир идеальных сущностей или мир структур, который здесь проявляется вот в нашей реальности. Да? То есть как бы как в неком 3D-телевизоре мы все это можем наблюдать и участвовать сами в этой игре. Но хотелось бы не просто участвовать, но да, то есть а еще как-то вот в этом процессе участвовать эффективно. Не просто со стороны быть наблюдателем, да, то есть, каким-то образом вмешиваться в эти процессы и быть активным направителем вот того, куда нам нужно, куда нам двигаться. Поэтому мы обратимся к вопросам моделирования структур. Как вообще строятся вот эти светличные структуры? То есть для этого мы сейчас расшарим экран. Есть понятие математического моделирования. Да, то есть математическое моделирование для нас имеет некое значение, связанное с тем, что мы можем сначала как некую абстракцию рассмотреть, если нам не хватает понимания и знания другого. Значит, что имеется в виду? То есть, что есть некие элементы, да, вот в этом мире структур. Он просто тоже каким-то образом организован, да, то есть как некий порядок чего-то, каких-то вот элементов. Мы не знаем, что это за элементы, но эти элементы отличаются качественно и количественно. И их там два типа. Да, вот здесь вот на это мы видим картинки, что есть некое множество n и некое множество m. Ну, можно говорить там G и M, например, а может быть еще как-то, да, то есть что-то отличающееся, да, друг от друга
какими-то количественными характеристиками и качественными характеристиками. Некие элементы, да, то есть это этих множеств. И эти элементы с друг другом могут взаимодействовать. И вот от того, сколько элементов участвует в взаимодействии, получается та или иная структура. Как вот с точки зрения теории физических структур казалось. Поэтому мы, наращивая количество элементов, участвующих во взаимодействии, можем, естественно, моделировать те или иные структуры, которые мы можем наблюдать здесь, да, и проявлять их тем самым. Поэтому первый этап создания светличных структур он заключается в математическом моделировании этого процесса. Да, то есть у нас, вот, как бы мы видим, как описать сложность системы. Да? То есть есть вот некие элементы, вот их тут у нас альфа, бета, гамма и так далее в одном множестве, и есть другое множество, и G, K и так далее, это другое множество, в нем другие элементы. И вот эти элементы одного множества взаимодействуют, каждый элемент одного множества взаимодействует с каждым элементом другого множества. Получается связи. Так вот, количество элементов, количество связей определяет сложность системы. И это потом можно записать в виде некой матрицы. Да, то есть некие строчки, и это вот отношения, вот эти вот как бы матрица отношений фактически. Ее называют верификатор. И есть такой принцип глобальной симметрии, что в этом верификаторе в целом он равен нулю. То есть фактически этот вот верификатор, если рассматривать его с точки зрения элементов, вот если мы говорим о 4 элементах этого, то это и есть структура нашего пространства-времени. Ну и каждый элемент, его можно, вот этого вот верификатора, представить в виде вот такой функции, да, которая тут вот представлена внизу. Вот. Но в чем тут мы сталкиваемся с каким вопросом? С размерностью. Если эти есть некие вот элементы, которые связаны, они связываются некими функциями определенными. То есть структура порождает некую функцию. Но эта функция может оказаться, то есть у нас пространство-время, ну, как бы четырехмерно, да, три координаты пространства и одно времени, как говорят нам теория относительности. Но параметров-то может быть гораздо больше, да, поэтому вот давайте посмотрим вот такое множество, такую картинку. Вот есть некая поверхность в некой системе координат. Да, то есть координата x, y, z, здесь, да, то есть, ну, это могут быть параметры как внутренней системы, так и внешние. Внешние параметры системы. Те, которые внутренние параметры называются параметры порядка, а внешние называются параметрами управления. Поэтому дальше мы моделируем теорию катастроф для того, чтобы понять, какие же параметры вот у нас могут быть, чтобы мы могли принять их во внимание. И тут мы сталкиваемся с таким явлением, которое в математике называется проклятием размерности. То есть еще когда вот 3 координаты, мы можем картинку представить в виде вот какой-то вот такой поверхности, свернутой в этом пространстве. А если координат больше, то есть у нас параметров управления гораздо больше. Но даже вот в случае вот четырехмерного у нас уже вот эта картинка, ну то есть как бы мы ее еще можем получить для четырехмерного пространства времени, вот для нашей, то есть мы можем наглядно как бы ее увидеть. А чуть больше порядок, то она у нас уже не представима, мы ее не можем представить. И здесь есть такое явление, как вырожденность, да, то есть или неопределенность. Но вот если мы возьмем отображение на плоскость горизонтальную, да, то есть мы увидим, что здесь будет у нас вот область, где значения одни перекрывают другое, одни значения. Да? То есть если вот в этой части, в левой, допустим, или в правой, за пределами вот этого вот пересечения, у нас всегда одно значение будет y соответствовать значению x. Да? То есть это однозначность есть такая. То вот в этом-то мы получаем, что у нас как минимум 3 значения, и мы не знаем, когда мы будем рассматривать вот эту отображение на поверхности, то есть на плоскости, мы не знаем, если берем какую-то точку, а какое же значение y у нас соответствует этому вот x. Но вот здесь, почему мы об этом, как бы, вот самая простая модель в этом плане, которую мы можем в этом плане рассмотреть, она говорит о том, что вот даже в случае 4 структур ранга 4, вот о которой мы тут до этого говорили, мы имеем неопределенность, равную 3.
То есть 3 варианта, да, то есть как бы. Но вот если мы посмотрим на нашу структуру ДНК, то мы увидим, что на ней отображена структура гораздо большей мерности. Потому что там вот такого рода неопределенность, она равна как минимум 7. Вырожденность, да, то есть, как бы, то есть, вернее, ну, вернее, она 6 равна вырожденность, а значит, ранг этой структуры минимум 7. То есть даже на структуре ДНК мы видим, насколько у нас упаковка идет какая-то многомерная в нас самих, да, то есть даже в наш организм. Поэтому он существует вот в таких вот интересных условиях, когда никто не может понять, как он работает. Ну, то есть, если взять даже вот такое явление, как цитологию, такую науку о клетке, то там очень множество в учебнике по цитологии говорят, вот есть всякие тельца, но мы не знаем, что это такое. Как они работают, для чего они предназначены. То есть уже сколько лет пытаются клетку изучать, и до сих пор во многих вопросах не разобрались. Но тем не менее мы лезем в структуру ДНК, пытаемся там как бы вот вмешиваться, создавать геномодифицированные объекты, предполагая, что от перестановки генов ничего не меняется. Ну, то есть взяли оттуда ген, он такую функцию имеет, мы сюда вставили эту функцию, мы сюда передали. А как соседние гены взаимодействуют друг с другом, и каким образом это начинает антенна наша ДНК работать, на самом деле до конца никто не разобрался. И поэтому много всяких разных экспериментов, показывающих, что да, сначала вроде бы все нормально, но потом начинается какое-то вырождение этих объектов геномодифицированных, и через сколько-то поколений, ну, во-первых, они перестают размножаться, а и через некоторое время начинают вырождаться. Даже питаясь мышей вот этим геномодифицированными продуктами, получали, что через несколько поколений это начинает сказываться на потомстве. Но нам как бы вот вернемся к нашей задаче, да, то есть как бы к моделированию структур. Если мы смоделировали эту структуру, да, то есть что нам дальше делать-то? Мы ее вот как бы получили в виде какой-то математической модели, поняли, что она вот имеет такие определенные порядки, а как же ее сюда проявить? И вот тут мы сталкиваемся с таким парадоксом, о котором вот в свое время Станислав Лем написал в своей книге «Сумма технологий», что наука нам не дает возможности развиваться во все стороны одинаково, потому что нет, это путь экстенсивный, того научного метода, который существует. Мы потом как-нибудь об этом можем более подробно поговорить, что надо все больше и больше ресурсов для того, чтобы новое знание получать. И где-то у нас появляются пробелы в знаниях, да, как бы куски непознанного вокруг нас, когда мы сталкиваемся с какими-то явлениями, которые для нас оказываются непонятными. Но они могут оказаться сильно разрушительными для нашей цивилизации. Ну, в виде каких-то вот техногенных катастроф, вот, эпидемий там и прочих, чего у нас мы сейчас и наблюдаем. Значит, и он там предложил технологию выращивания информации, то есть надо создать систему, в которой бы можно было, которая бы генерировала гипотезы, да, то есть как бы их же тут же проверяла в самой себе на неких модельных вещах, и тут же выдавала решения уже в виде каких-то готовых ответов. То есть как некий черный ящик, в котором что-то происходит, вопрос задали, на выходе получили ответ. И он говорит, что на самом деле такая система существует. Это мы видим живая природа, которая этим занимается. Она не строит какие-то там реакторы, не строит множество каких-то там установок исследовательских и так далее. Но тем не менее она умеет создавать новую информацию. То же самое, как это делает наука, но каким-то вот совсем другим способом. Не тем, которым вот мы научились в процессе вот освоения научного метода. Но научный метод не сам по себе неплох. То есть это мы как бы не говорим, что он плохой. Мы говорим, что он имеет определенный недостаток, что он не полон. Да, то есть его надо чем-то дополнять. Чем дополнять его можно? Тем, чтобы мы могли вот это, запустить вот этот механизм синтеза информации, да, как это делает природа, и с помощью него уже синтезировать вот эти новые информационные объекты, которые нам нужны для того, чтобы мы получали нужные ответы в нужное время, в нужном месте. И вот технология, которая есть, которая существует, эта технология называется эксперт-операторное взаимодействие. То есть вот Борис Евгеньевич, он ее открыл, и как бы вот гениальная
решение, что можно на базе вот этих эксперт-операторных технологий создавать новые знания, новая информация, новые качества объектов и так далее. То есть это такой синтез и моделирование одновременно, и одновременно решение каких-то вопросов, которые мы не можем получить обычными методами ответа. Значит, что нам, как мы работаем дальше? Да, вот, допустим, вот смоделировали математическая модель, все, значит, что делается дальше? А дальше мы начинаем эксперт-операторное взаимодействие с тем, чтобы организовывать, да, с тем, чтобы мы могли в этих, смоделировать это в виде некого процесса. Да, то есть, что значит модель? Мы делаем имитацию, то есть мы делаем некие действия, которые бы нам давали проявление той самой структуры, которую мы хотим. То есть поэтому имитационное моделирование для нас это такой важный процесс. Да, то есть поэтому мы не просто как бы там пытаемся чего-то колбаситься и двигаться, да, то есть как бы, а мы пытаемся это сделать как некую имитационную модель. Да, то есть поэтому всегда есть постановка задачи, поэтому мы всегда говорим, прежде чем на вебинар идти, надо поставить задачу свою собственную. Кроме этого, у нас будет еще и некая общая задача, связанная с тем, что мы раз вместе собрались, да, то есть мы можем эту задачу решать не как отдельные как бы частные случаи каждого, да, то есть а создать некое общее условие для того, чтобы можно было получить общую структуру для этих решения задач, и тогда у каждой получает отдельное решение своей задачи, как в частном случае этой структуры. Ну вот чем мы, в общем-то, на вебинарах и занимаемся. Поэтому нам надо будет сейчас, да, то есть заняться чем? Моделированием. Моделированием имитационным. Но для чего она нам, причем тут любовь тогда? Возникает вопрос. А вопрос в том, что когда мы говорим о связях, да, то есть между вот некими элементами множества, то есть мы подразумеваем, что мы можем эти элементы чем-то соединить. А чем мы можем их соединить? Да? То есть мы же их не можем вот как бы в этих структурах как-то взять, вот там какие-то веревочки привязали, соединили, и вот оно как бы начало функционировать. Дело в том, что структуры связываются там совершенно на каких-то других принципах. А на каких? Тем мы можем это смоделировать. Смоделировать мы это можем только взаимодействием здесь, в этом трехмерном пространстве времени, но бесконтактно, да, то есть мы не можем связать эти вот элементы через какие-то вот физические вещи, потому что они находятся вне нашей реальности. А раз они вне нашей реальности, значит, нам надо и использовать методы, вот те, которые лежат на границе между нашей реальностью и не нашей реальностью. А как у нас тогда получается? У нас есть одна реальность, есть другая реальность, их надо соединить. Чем мы можем их соединить? Ну, как раз с помощью любви мы можем только, то есть с помощью любви как света некого, да? Некого света, который позволяет нам вот эти вот совместить вот эти объекты, сделать из них одно целое. Да? Тогда мы что получаем? Мы тогда есть одна некая функция, да, то есть пространственно-временная, другая пространственно-временная функция. Мы их соединили и получили более сложный объект, да, то есть больше мерности. Размерность у нас повысилась, значит, мы имеем возможность эти элементы рассматривать уже не по отдельности, а как некую совокупность чего-то более общего. Ну вот чем мы, в общем-то, здесь и занимаемся. Поэтому мы вроде бы здесь делаем какие-то вещи, но на самом деле еще и занимаемся любовью. Кому скажи, что мы тут любовью занимаемся, наверное, тут у нас, наверное, народу прибавилось бы очень сильно. Ну вот у нас такое вот как бы бесконтактно все получается. Негативные качества тоже перекидываются. Что такое негативное качество? Негативное качество – это отсутствие какого-то качества на самом деле. То есть это как бы что такое тьма? Это отсутствие света. Да, то есть на самом деле. Если мы говорим, вот что-то есть у человека плохое, то это плохое от того, что у него вот этого хорошего не хватило. То есть если мы этого хорошего добавить, у него как бы вот будет все хорошо. Поэтому негативных качеств мы их не рассматриваем как качество. Мы их рассматриваем как отсутствие каких-то качеств.
Поэтому, а раз мы передаем некие качества, значит, мы обмениваемся только светом, да, то есть мы можем только улучшить состояние системы, не можем ее ухудшить. Если, допустим, есть, вот, ну, вот, допустим, мы говорим папа и мама, да, то есть вот есть у одного человека дефект какой-то вот в геноме, а у другого нет. Почему два пола? Ну, потому что здесь есть, а там нет этого дефекта. И тогда соединились, и значит, дефект исчез у ребеночка, его нету. То есть, а если вот и там был дефект, и они соединились, получится, что этот дефект передался дальше. Но это не качество же плохое передалось дальше. Опять же, это вот некое отсутствие какого-то качества, которое должно было бы быть. Вот в чем разница между светлицами, то есть у меня часто спрашивают, и другими какими-то технологиями, которых полно на нашем рынке. Дело в том, что мы говорим о структурных взаимодействиях, которые лежат за пределами вот нашей реальности. А много чего на рынке, оно подразумевает, что есть некая структура, которая работает как некие информационные объекты. Да, то есть и они подразумевают, что есть возможность воздействия на что-то. Вот у нас можно воздействовать вещественно, да, то есть вот там таблетку выпил, и у тебя чего-то там прошло. Можно полевыми способами воздействовать на человека, да, то есть повлиять каким образом. Ну, какой-нибудь взяли электричеством на него подействовали, звуком, светом или еще чем-нибудь, ну, каким-то физическим фактором, да, то есть полевого плана. Да, вот мы воздействовали на объект полевым. Я уже как бы неоднократно об этом говорил, но вот, судя по многим вопросам, тема недостаточно понятна. Я ее буду повторять вновь и вновь на наших вебинарах, пока, наконец, может быть, мы к ней ее не разберем достаточно подробно. Есть информационные методы, да, то есть воздействия. То есть там, НЛП, там еще какие-то есть методы, когда мы на человека можем воздействовать там, словом, например. Да? Словом можно, говорят, вылечить, а можно убить и так далее. То есть это как бы информационное воздействие, но опять же подразумевает воздействие. То есть я подействовал, а мне обратно ничего за это. Вот. А вот на структурном уровне здесь мы можем говорить только о взаимодействии. То есть мы видели, да, то есть одно множество, другое, и у них связи, каждый с каждым связан. И это двусторонняя связь, а не односторонняя. В силу этого мы, когда на уровне физических структур начинаем взаимодействовать, мы не можем говорить о том, что я вот сейчас на кого-то повоздействую, на меня это ко мне не вернется. То есть поэтому есть несколько принципов, которые обязательно должны выполняться. Да, то есть, ну, во-первых, это принцип контакта, то есть должен быть какой-то контакт, но он может быть виртуальным, но он может быть физическим, но обязательно контакт должен быть между вот какими-то этими элементами. Да? Есть принцип симпатии, то есть если мы взаимодействуем с другим человеком, если он нам сугубо неприятен, мы не захотим с ним взаимодействовать, да, то есть наше взаимодействие не осуществится. Поэтому, если неприятно, то лучше уходить из этого взаимодействия и не принимать участие. Ну и принцип подобия – это вот тот принцип, который нам говорит о том, что нет возможности изолироваться в этих взаимодействиях. То есть я не буду делать другому человеку того, чего бы я не хотел, что делали мне. То есть потому что мы друг с другом связаны. Ну, как у Киплинга, да? Мы с тобой одной крови. Вот мы с вами здесь все, как говорится, одной крови, потому что у нас сейчас идет взаимодействие, а не то, что, вот, допустим, я на вас как-то пытаюсь воздействовать, а вы, ну, как-то это можете принимать, не принимать. Но я просто знаю, что я как бы ничего плохого не делаю. Поэтому вот и светличные технологии, которые на базе этих принципов получаются, то есть они как раз и строены на принципах взаимодействия, поэтому они не могут ухудшить систему. Вот те эксперименты, которые мы проводили, многочисленные, показывают, что идет процесс нормализации при взаимодействии со светлицей. Почему он нормализация идет? Да потому что система сама движется к этой норме, той, которая в ней заложена. Не светлицы их туда двигают. А светлица создает условия для того, чтобы вот это явление нормализации проявилось. То есть уменьшается влияние помех, убрали какие-то искажения, все, система сама двинулась туда, куда ей нужно. Вот. А светлица еще помогает, что наращивать мерность структур, потому что наращивание мерности это как бы расширяет возможности человека по взаимодействию, опять же, с кем?
да с самим собой, со своим высшим я. То есть, чтобы мы могли вот эти задачи свои, сверхзадачи и так далее, мы могли бы здесь реализовать, ради которых мы здесь оказались, и почему-то нам это надо сделать. Но самому иногда бывает сложно что-то вот такое сделать из такого рода отношений. Поэтому, когда появляются единомышленники, с которыми мы можем повзаимодействовать вот, в рамках этих отношений, да, то есть мы можем тогда уже что-то сделать, выходящее за рамки наших возможностей. Ну и постепенно, так как мы можем дополнять качество одних качествами других, реализовывать те задачи, которые нам самим недоступны на данном этапе развития. Но обмениваясь вот этими качествами в процессе взаимодействия, мы не только как бы получаем нужное качество себе, но и создаем новые, которых еще никогда не было. Мы не сталкивались с этими качествами, но и они нам необходимы. И необходимы не только нам, допустим, другим людям. И нас вот, допустим, привело вот на такие контакты, значит, это что-то, что не случайно, а оно вот нам помогло обрести определенные определенных единомышленников вот в рамках каких-то вот таких странных и необычных отношений. То есть мы как бы пытаемся расширить свой мир за пределы того, что у нас есть. А за этими пределами там другие пределы там, и так далее. То есть бесконечный процесс расширения возможностей. Но когда мы это организуем не в одиночку, а с кем-то, то возможности эти многократно наши усиливаются. И мы что в первую очередь делаем? Экономим собственное время жизни. Мы можем быстрее что-то сделать, чему-то научиться, что-то освоить, для того, чтобы можно было уже это применять. Ну, потом когда-нибудь это, возможно, пригодится. Так, Сергей Динович, у меня такое, ну, не вопрос, а пояснение. Вот вы сказали то, что если человек неприятен, то как бы эти связи уходят. А если наоборот хочется развить с этим человеком, то есть, за счет структур увеличивать смелость или находятся связи, которые... В общем, нам нужно с этим человеком подружиться, проявить любовь к нему, а он тебе неприятен. Вот. Иной раз мы работаем именно над этим, со структурами, чтобы как бы... чтобы стало приятно. Ну, Да, да. да. Потому что и бывает жизненные необходимости, когда нужно адаптироваться к существующим ситуациям, событиям. Это же тоже структура. Да, ну, здесь сложный вопрос, в каком плане. Я не говорю, что... Иногда человек, бывает, что ну, проявляет снобизм, например. То есть ему неприятно другой человек, потому что он считает себя выше его. Ну, как бы вот то в этом случае ну, мы не можем говорить о том, что мы можем ну, как-то воздействовать на человека, опять же, я хочу сказать. Да? То есть неприятность может быть из-за чего? Из-за того, что есть некая нестыковка между структурами. То есть неприятие. Да? То есть человек что-то пытается как бы другому что-то сообщить, а человек это не принимает. Да, то есть, как бы, ну и вот есть неприятие, как невозможность организовать общение. Да, то есть симпатия не возникает. Но это не значит, что нам навсегда надо от этого отказаться. То есть люди меняются со временем, и когда-то до другого человека может что-то дойти. Ну, то неоднократно люди говорят, я начинаю светлиться говорить, а ко мне агрессию проявляют. Ну, понятно, что это можно по-разному, можно делиться информацией так, чтобы человеку это казалось, тоже его как-то заинтересовывало, а не навязывать ему, допустим, эту информацию как вот истину в последней инстанции, и что ты вот дурак, ни такого не знаешь. А это есть. То есть, Ну, да. в данном случае просто человеку надо найти другой подход, то есть изменить, ну, увеличить мерность, то есть не однобоко подходить, а подходить с нескольких сторон. Понять, что человека заинтересовывает в этой жизни. Ну, И как это, и объяснить ему, как это может увеличить его границы. Понимание, расширение.
Ну, опять же, вопрос возникает, готов человек эту информацию воспринимать или не готов, да, то есть насколько это... Наверно. Поэтому можно быть постепенно двигаться, то есть маленькими шажками, то есть потихоньку выдавать ему информацию, потому что мы неоднократно сталкивался еще поначалу, когда пытался людям объяснять чего-то, да, очень много, вывалишь человеку вот такую гору информации, как бы, а он из этого вот такой кусочек воспринял, а в следующий раз ты к нему подходишь с этой информацией, он говорит, да я это уже слышал. Я это уже знаю. Что ты как бы мне опять об этом же, да, то есть вот, поэтому лучше это какими-то дозированными кусочками смотреть, проходит, прошла, а потом следующую порцию, потихоньку, потихоньку, ну, человек начинает уже лучше эту информацию воспринимать. С другой стороны, наличие светлиц у человека позволяет создать условия для того, чтобы можно было больше передать информацию просто через свет, да, то есть вы говорите о чем-то там, о погоде, о чем угодно, а информация все равно транслируется от вас, да, то есть, а вы уже, когда вы начинаете говорить об этом словами, да, то есть, то есть объяснять человеку что-то, он уже большую часть пакета получил, и уже эта информация для него не кажется такой чуждой и недоступной. Но для этого, опять же, мы что проявляем? Опять же, мы говорим, проявляем любовь, да, как некий свет, который мы можем передать другому человеку и обменяться с помощью этого света чем-то. И опять же, есть возникает вопрос, да, то есть насколько мы друг для друга являемся частями чего-то большего. Да, то есть вот есть там те же каббалисты и прочие буддисты говорят, что здесь мы все имеем некие незримые связи, да, которые нас объединяют, но вот чтобы как-то задействовать эти связи, но не всегда получается. Поэтому вот есть непонимание, есть враждебность, есть агрессия и так далее, то есть как проявление, опять же, чего? Ограниченности. То есть человек ограничен в своих собственных представлениях, в своих собственных убеждениях, считает, что это вот только так и есть, а другого ничего не может. Поэтому мы, проявляя вот качество нашей потенциальной в любви, мы можем получить какие-то создать условия для того, чтобы вот что-то поменялось в этом мире. И от нас многое зависит. Поэтому будем пробовать себя проявлять.